Команда Никиты Михалкова продолжает активную деятельность по наведению порядка и справедливости на территории Российской Федерации. В частности, на данный момент проводится плановая проверка имущества и недвижимости известных публичных людей российского шоу-бизнеса и вышестоящих эшелонов власти. На этот раз антикоррупционная проверка коснулась и пресс-секретаря известного общественного деятеля Дмитрия Пескова. Размер конфискованных финансовых средств, имущества и недвижимости Дмитрия Сергеевича Пескова шокировал не только общественность России, но и опытных судебных экспертов, которые заявили, что за свою жизнь не видели такого количества богатства. В частности, за последнюю неделю в результате плодотворной работы антикоррупционного комитета у Дмитрия Сергеевича было конфисковано следующее имущество. 12 легкомоторных самолетов компании «Китар». Приблизительная стоимость авиапарка составляет $7 миллионов. Аэропорт для легкомоторных самолетов длительное время находился в Подмосковье. Личный поезд Дмитрия Сергеевича Пескова, состоящий из 12 вагонов и оснащенный по последнему слову техники. На данном транспорте Дмитрий Песков мог передвигаться в любом направлении на территории Российской Федерации. В 12-вагонном поезде Дмитрия Сергеевича Пескова имеется все возможное для прекрасной жизни. Фитнес-зал, вагон-ресторан, игровая комната, комната отдыха и зал для конференций. Поражает своим размером и элитная недвижимость Дмитрия Пескова. У пресс-секретаря были арестованы 4 виллы на территории дальнего зарубежья в Италии, Испании, Греции и Болгарии. Общая стоимость всех вилл составляет почти $6 миллионов. Помимо этого, у Дмитрия Пескова в Санкт-Петербурге был арестован шикарный автопарк из 30 раритетных машин. В основном это автомобили 19 и 20 века, которые сейчас имеют очень высокую цену. По некоторым данным, Дмитрий Сергеевич собирал данные машины в течение нескольких лет. Не только покупал, но и собирал их на неучтенные государственные деньги. Помимо этого, у Дмитрия Сергеевича и Татьяны Навки была конфискована крупная сеть спортивных центров, которая располагалась в крупных городах Российской Федерации – Владивостоке, Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде и Воронеже. Однако ягодкой на торте среди всего этого богатства является личный остров Дмитрия Сергеевича Пескова, который находится недалеко от страны Танзания. Как и когда смог приобрести этот остров Дмитрий Песков, до сих пор неизвестно. Однако примерная стоимость этого острова составляет $90 миллионов. Помимо этого, сотрудники антикоррупционного комитета Никиты Михалкова и представители Следственного комитета Александра Бастрыкина обнаружили в личном пользовании у Дмитрия Сергеевича Пескова 12 яхт, среди которых 2- и 3-палубные. Они были обнаружены в странах Монако, Греции и Голландии. Примерная стоимость данных яхт составляет около $60 миллионов. Глава антикоррупционного комитета Никита Михалков назвал конфискацию имущества у Дмитрия Пескова одной из самых главных побед антикоррупционного комитета в борьбе над коррупцией. Ну а теперь, к сожалению, очень печальные новости. Сегодня ночью в Германии, в городе Гамбург, погиб молодой российский и немецкий певец, внебрачный сын известного эстрадного исполнителя Юрия Васильевича Шатунова Арсений Шатунов. Арсений Шатунов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия вместе со своей маленькой дочкой.
Арсений Шатунов являлся внебрачным сыном Юрия Васильевича Шатунова, и Юрий Шатунов предпочитал не рассказывать об этом сыне. Арсению Шатунову было 28 лет. Он родился в 1996 году. К слову сказать, что на данный момент у Юрия Васильевича Шатунова 3 родных человека. Это его супруга Светлана и дети, дочь Эстелла и сын Денис. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.